Приветствую всех, дорогие друзья! За последние дни произошло очень много интересных событий. Видеокарта RTX 3080 Ti засветилась в AIDE на пару с младшими моделями. А из синего лагеря прилетели полные характеристики настольных процессоров Rocket Lake. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из этого видео. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне, нажав на колокольчик и кнопку подписаться. И с вашего позволения я начну с очень интересной новости про Windows 10. На днях разработчики из Microsoft наконец-то объявили о запуске эмуляции 64-битных приложений на ARM-версии Windows 10. Такая возможность появилась в сборке Windows 10 под номером 21277, которая уже стала доступна участникам инсайдерской программы. А чтобы ее использовать, рекомендуется установить свежий графический драйвер Qualcomm Adreno. А вот в синем лагере наконец-то рассекретили всю линейку процессоров Rocket Lake, которые должны выйти в начале следующего года. Как и ожидалось, синие флагманы получат всего 8 ядер и 16 потоков, а топовый 11900K сможет буститься до 5,3 ГГц, правда на одно ядро. А младший 11400 никак не изменит конфигурацию ядер и получит чуть лучшие частоты, чем нынешний 10400. Но если посмотреть на частоты нового поколения, то какого-то скачка по ним явно не наблюдается. Скорее всего, весь буст производительности будет именно от новой архитектуры. А отказаться от 10 ядер, скорее всего, пришлось из-за большой прожорливости самого передового 14-нанометрового техпроцесса, о чем уже рассказывают многие источники. А вот в основу нового ноутбука Nokia ляжет процессор Core i5 10-го поколения, а сама новинка получит название PureBook X14. Также указывается поддержка Dolby Atmos и очень легкий вес в 1100 грамм, а официальная презентация новинок может произойти уже до конца этого года. Тем временем в зеленом лагере происходят очень горячие события, которые разогревают дефицит. Заводские инсайдеры узнали, что еще в ноябре Nvidia полностью прекратила выпуск видеокарты RTX 2060 Super, а все запасы уже проданы партнерам и новых поставок больше не будет. Это означает, что в ближайшем будущем эта видеокарта пропадет из магазинов и купить ее будет нельзя. У обычной модели RTX 2060 дела обстоят немного лучше и в запасах она еще есть, но ее производство также остановлено. Скорее всего, в ближайшее время Nvidia прекратит выпуск и довольно популярной 1660 Super, и ей на смену придет RTX 3050. А придет она уже очень скоро, и придет она не одна, а на пару с RTX 3080 Ti и RTX 3060. На днях все эти видеокарты успешно засветились в новой версии AIDE, что в очередной раз подтверждает их существование и скорый выход. Но самое интересное – это модификация мобильной видеокарты RTX 3070, которая получит 16 ГБ видеопамяти. Это может говорить о подготовке аналогичной видеокарты для десктопного сегмента, но детальной информации о такой видеокарте пока что нет. Тем временем, мобильную версию RTX 3070 уже протестировали в V-Ray 5. Видеокарта смогла набрать 1394 попугая и заняла позицию между десктопной 2080 Ti и мобильной 2080 Super. Однако стоит отметить, что тест V-Ray 5 предназначен для оценки производительности в трассировке лучей. Но даже по такому тесту становится ясно, что новинка будет чуть слабее своего десктопного близнеца. А пиар-отдел Nvidia сейчас действительно встревожен, так как карты AMD уже наступают на пятки. На днях канал Hardware Unboxed рассказал, что Nvidia добавила их в черный список и больше не будет предоставлять видеокарты для теста. А все из-за того, что в тестах мало времени уделяется трассировке лучей, а тестируется голая производительность. Хотя ребята на канале тестировали видеокарты и с лучами, и без них, но отдел Nvidia, видимо, считает, что тесты должны быть только с трассировкой. И для любителей белых ПК компания Zotac выпустила RTX 3080 и 3070 в исполнении Twin Edge White Edition. Видеокарта получила полностью белые кулера и задний бэкплейт, однако сам текстолит остается черным, как и на других белых видеокартах. Также на днях были представлены новые накопители компании AddLink, которые вошли в серию S95. Они уже подходят для использования с процессорами на Zen 2 и Zen 3, и в начале следующего года будут совместимы с Intel Tiger Lake S. Для подключения они используют шину PCI Express 4.0 и выполнены в формате 2280. Для модели на 1 ТБ будет характерна скорость 7000 МБ в секунду на чтение и 5000 на запись. А модель на 2 терабайта сможет похвастаться чтением в 7100 МБ и записью в 6800. Также линейка будет включать модель на 4 терабайта, но ее показатели пока не разглашаются. В красном лагере за последние дни не было каких-то интересных событий, кроме новых неэталонных моделей RX 6900 XT. Компания Gigabyte уже готовит видеокарту в исполнении Gaming OC.
А компания XFX представила RX 6900 XT в исполнении Merc 319, которая получила 2 BIOS. Правда, вендор приводит частоты только одного из них, и максимальная частота составляет 2340 МГц в бусте. Также они рекомендуют использовать блок питания на 850 Вт и выше, а цена будет объявлена ближе к релизу видеокарты. И под конец выпуска хочу рассказать вам про игру года, которая стала The Last of Us 2. Игра собрала 7 побед в разных номинациях, включая главную под названием «Игра года». Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!